Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тюченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим достаточно распространенную проблему стерилизованных сук и как с этим бороться. Стерилизация животных всегда вызывает очень много дискуссий. С одной стороны, стерилизуя суку, мы профилактируем возникновение онкологических заболеваний мочеполовых органов. У некастрированных животных онкология этих органов достаточно частое явление, а с другой стороны, есть и минус от проведения этой операции. Одним из таких серьезных минусов при стерилизации сук есть возникновение у них недержания мочи. То есть моча непроизвольно выделяется из мочевого пузыря в окружающую среду из-за слабости сфинктера мочеиспускательного канала. Характерным клиническим признаком недержания мочи после стерилизации является подтекание мочи каплями во время сна или при отдыхе животного на боку. Недержание мочи может наблюдаться у собаки постоянно, может на время затихать, а потом снова возвращаться, но полного прекращения признаков ожидать не стоит. И хотя точно установлено, что причиной возникновения подтекания у сук в большинстве случаев есть их стерилизация, но точные причины этой болезни так до конца еще и не выяснены. Установлено, что у нестерилизованных сук риск возникновения составляет от 0 до 1%. А вот у стерилизованных собак этот процент уже составляет от 5 до 20%. А у некоторых пород этот процент может достигать вообще аж до 60%. Причем проявляется это заболевание по-разному. У одних животных это происходит буквально сразу после операции, у других через 3-5 лет, а у кого-то и через 10 лет после стерилизации может возникнуть подтекание мочи. Установлено, что подтекание мочи у стерилизованных сук возникает почти в 8 раз чаще, чем у нестерилизованных. Причем хочу отметить, что недержание мочи после стерилизации сук не связано с техникой проведения операции. Это происходит по причине нарушения гормонального фона. Дело в том, что слизистая оболочка уретры, дно мочевого пузыря и тонус сфинктера гормонозависимы и реагируют на содержание в организме прогестерона и эстрогена. При снижении уровня этих гормонов сфинктер нормально не закрывается и моча порционно выделяется. Как я уже сказал, что данное заболевание может развиться у любой стерилизованной суки. Но существует некая породная предрасположенность. У целого ряда пород это заболевание возникает чаще, чем у других. К таким породам следует отнести ротвейлеров, лабрадоров-ретриверов, боксеров. И не только у этих пород. Вообще у многих пород есть такая предрасположенность. Причем недержание мочи у малых и средних собак встречается реже. В подавляющем большинстве случаев к нему предрасположены собаки с массой тела больше 20 кг. Вероятность возникновения недержания мочи также зависит от возраста собаки, в котором была проведена стерилизация. Уже имеются данные, в каком возрасте следует проводить стерилизацию собак. Ситуация более-менее прояснилась только в 2020 году, когда вышла статья Калифорнийского университета, который расположен в городе Дэвис. В данной статье был проанализирован 15-летний опыт стерилизации для 35 пород собак с учетом их пола, возраста и предрасположенности к тем или иным заболеваниям. Данные касались собак, которые были простерилизованы в ветеринарной клинике университета. Все это позволило минимизировать негативные последствия стерилизации. Как выяснилось, что одних собак можно кастрировать и в 6-месячном возрасте, и это будет лучшее решение, а других собак лучше кастрировать после 2 лет. И если вы примете решение о стерилизации своей собаки, то обязательно руководствуйтесь данными из этой статьи. Для лечения подтекания мочи у собак используют препараты, которые воздействуют на внутренний сфинктер уретры и эстрогены. При применении этих препаратов сфинктер лучше начинает работать и не пропускает мочу. Ярким представителем группы препаратов, которые воздействуют на внутренний сфинктер уретры, является прополин. Действующее вещество прополина – фенилпропаноламин. В основном применяется сочетанное применение этих препаратов, которые обеспечивают эффект синергии. То есть эффект от их совместного применения намного выше, чем если бы эти препараты применялись по отдельности. Что касается успешности лечения подтекания мочи, то тут работает принцип, который называется «как повезет». В одних случаях лечение происходит достаточно быстро и успешно, а в других случаях наоборот достаточно долго и менее результативно. Есть еще и другие подходы к лечению данного заболевания, в том числе и хирургический метод, но они используются значительно реже. До 90% случаев медикаментозное лечение оказывает положительный эффект. Эффект может наступить в течение нескольких дней, а иногда и в течение нескольких недель после начала приема лекарств положительный эффект не наступает.
Если же симптомы подтекания мочи все же исчезли, то это не значит, что это навсегда. Через некоторое время симптомы могут опять возникнуть, и опять курс лечения придется повторить сначала, и так до конца жизни. Это уже называется не лечением, а контролем заболевания. Чем старше собака, тем больше шансов перехода данного заболевания в хроническую форму. Практически все препараты, используемые в терапии недержания мочи, относятся к сильнодействующим лекарственным средствам и, разумеется, могут иметь нежелательные побочные эффекты. Что касается хирургического вмешательства, то оно может быть эффективным лишь на 60-70%. Вот такая ситуация с лечением подтекания мочи у собак. Итак, что мы имеем в итоге? Первое. У стерилизованных сук данное заболевание возникает почти в 8 раз чаще, чем у нестерилизованных. Поэтому прежде чем проводить стерилизацию своей собаки, хорошенько подумайте. Второе. Возникновение данного заболевания зависит от пола, возраста и породы собаки. Уже есть рекомендации по стерилизации собак более чем 35 пород. Руководствуйтесь ими, не надо делать наугад. Третье. Лечить данное заболевание можно и в большинстве случаев даже достаточно успешно. Но это как повезет. Очень часто после исчезновения симптомов данного заболевания подтекание мочи через некоторое время снова возникает. Лечение может проводиться пожизненно. Четвертое. Препараты для лечения подтекания мочи у собак стоят достаточно дорого, и их применение может иметь побочные эффекты. Ну вот, пожалуй, и все, что касается подтекания мочи у стерилизованных сук. А пока на этом все. Всего вам доброго, здоровья вам и вашим любимцам, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!